Привет, друзья! С вами Михаил Снетко, и тема этого видео – переговоры по дебиторской задолженности. Что такое дебиторская задолженность? Допустим, мы отгрузили клиенту товар 1 числа, а по договору он должен провести оплату 10 числа, но по факту оплатил 20. То с 1 по 10 число это будет дебиторская задолженность, а с 10 по 20 число – просроченная дебиторская задолженность. Почему клиенты всегда стремятся оплатить заказ после отгрузки? Клиент инвестирует в свой бизнес определенную сумму, например, на закупку товара, после чего он этот товар продает, в результате чего получает прибыль, например, 30%. Что такое 30%? Это тот возврат инвестиций, который он вложил в свой бизнес. Что происходит в обычной практике? В первую очередь клиент будет использовать свои оборотные средства, и во вторую очередь он хочет кредитоваться за наш счет. Как это происходит? Он будет просить у нас отсрочку. Что происходит дальше? После того, как клиент выберет у поставщиков товары с отсрочкой, он начнет брать кредиты в банке. Почему кредиты в банке он будет использовать в последнюю очередь? Потому что кредиты имеют процент. В этом заключается основная причина, почему клиент всегда будет стремиться получить товар с отсрочкой. Как это сказывается на поставщике? Предположим, мы закупили товар 10 числа, а наш клиент заплатит нам только 20. Что в итоге получается? Получается, что 10 числа мы уже заплатили своему поставщику, и у нас уже, например, минус 1 000 000, а деньги от своего клиента получим только 20. В этот промежуток времени нам этот 1 000 000 надо где-то найти. Этот промежуток с 10 по 20 число называется кассовым разрывом. Что нам надо сделать, чтобы эти деньги покрыть? Мы должны взять кредит. Но кредит всегда стоит денег. Получается, что мы заключили сделку на менее выгодных условиях. Почему? Потому что из своей прибыли мы вычитаем процент по кредиту. Что произойдет, если будет задержка 30 дней? У нас образуется огромный кассовый разрыв. Де-факто мы должны взять кредит на 40 дней. Поэтому, если взять ставку 24% годовых, то в месяц это получается 2%. Но краткосрочные кредиты всегда намного выше, например, 4%. То есть с 1 000 000 мы должны заплатить 40 000. Если наша чистая прибыль с этой сделки составляет, например, 10%, то с 1 000 000 это 100 000. Получается, что при просроченной дебиторской задолженности мы получим всего 60. О чем это говорит? Это говорит о том, что наша чистая прибыль сжирается практически в 2 раза. Важно понимать, что дебиторская задолженность – это инструмент. И этот инструмент не плохой и не хороший. Но в чем заключается проблема? Проблемы возникают, когда дебиторская задолженность становится неконтролируемой, когда она превращается в просроченную дебиторскую задолженность. Как дебиторская задолженность превращается в просроченную дебиторскую задолженность? Например, у клиента есть разные поставщики и издержки в виде налогов и аренды. Например, клиент должен произвести следующие платежи: 100 000 за аренду, 100 000 зарплата, 100 000 налогов и платежи поставщикам: 50 000 компании А и 50 000 компании Б. Общая сумма платежей составляет 400 000, но, допустим, у него на расчетном счете всего 350. В этом случае 50 000 – это кассовый разрыв. Сумма, которую он может оплатить поставщикам – это 50 000. Возникает нескромный вопрос: кому будем платить? Предположим, что поставщик А ведет себя настойчиво, регулярно звонит, интересуется, как идут дела, постоянно спрашивает про платеж. Получается, что психологически будет обоснованно заплатить ему в первую очередь, потому что если мы этого не сделаем, начнется истерика. Давайте рассмотрим пример, когда поставщик Б вообще никак не интересуется платежом. Какие в этом случае в голове у заказчика происходят психологические процессы? В голове у человека существует психологическая планка под названием «переступить черту». О чем идет речь? Если человек один раз эту планку перешагнул, то подсознательно в голове у него возникает мысль, что этим ребятам можно не платить. В чем заключается проблема? Если она один раз в голове у человека скаканула, то вернуть мышление человека в нормальное русло практически невозможно. Поэтому основной инструмент при работе с дебиторской задолженностью – это профилактика. Из чего профилактика состоит? Профилактика – это работа до того, как просроченная дебиторская задолженность возникнет. Потому что если она возникла, она превращается в невозвратную дебиторскую задолженность. Клиент всегда будет стараться кредитоваться за наш счет. Поэтому, если мы в голове у него психологически правильной планки не закрепим, что он не может нам не заплатить, он найдет для себя 1001 причину, почему он нам вовремя оплатить не может. В чем заключается проблема? Дело в том, что на это преступление сподвигли его мы. Каким образом? Своим попустительством на этапе, когда необходимо было соблюдать точку прохождения дебиторской задолженности в просроченную. Давайте рассмотрим, как работать с дебиторской задолженностью на этапе приближения к точке оплаты. Какой алгоритм можно применить для того, чтобы делать профилактику? Этот алгоритм состоит из 3 ходовки: звонок, звонок, письмо. Мы отгрузили товар 1 декабря. 10 числа должна поступить оплата. А что мы делаем дальше?
Мы должны найти повод позвонить 5 и 9 декабря. Какой мы используем для этого инфоповод? Можно спросить, поступил ли товар, все ли в порядке с документами, возникли ли какие-то вопросы. И в конце разговора мы выясняем насчет оплаты. Что мы делаем 10 декабря? Мы пишем письмо, где благодарим клиента за своевременную оплату по счету такому-то от такого-то числа, которая должна пройти сегодня. Для чего нужны все эти танцы с саблями? Накануне 10 декабря в голове у нашего клиента мы попадаем в категорию поставщика, которому необходимо заплатить. Потому что если нам не заплатить, мы начнем звонить. Мы этот вопрос просто так в покое не оставим. Поэтому чем не заплатить, лучше нам заплатить. Ключевой момент, если в процессе разговора 5 декабря, когда мы начинаем говорить о платеже, мы слышим общие слова и невнятные ответы, это сигнал к тому, чтобы еще до того, как наступит 10 декабря, начать бить тревогу. Например, мы звоним клиенту узнать, все ли в порядке с товаром. И в конце разговора спрашиваем, все ли документы в порядке для оплаты. Допустим, клиент отвечает, что вроде бы все. В этом случае мы можем уточнить. Вы сказали «вроде бы». Может быть, существуют какие-то сомнения по поводу оплаты? Например, клиент говорит: ну, понимаете, могут возникнуть определенные сложности. Тут ему можно ответить: Николай Иванович, скажите, пожалуйста, честно, как это может отразиться на нашем с вами расчете? Если клиент говорит: мы вам заплатим позже, в этом случае можно ему ответить: Николай Иванович, человек вы достойный, вы уж меня извините, но я все-таки предлагаю нам встретиться, чтобы обсудить вопрос выплаты точно в срок. Допустим, клиент отвечает: я не знаю. В этом случае можно ему сказать: Николай Иванович, я понимаю, не все так просто, видимо, есть объективные причины. Именно поэтому, чтобы все было надежно, есть смысл согласовать график платежей. Что мы делаем? Таким образом, мы начинаем ситуацию контролировать еще 5 числа. Наша задача – создать у клиента ощущение, что если нам не заплатить, мы продолжим копать дальше. Поэтому лучше нам все-таки заплатить вовремя. С одной стороны, мы намеренно создаем клиенту дискомфорт. Для чего мы это делаем? Чтобы он понял, что нам надо платить в первую очередь. И с другой стороны, чтобы ему не на что было обидеться, потому что острые углы мы будем сглаживать. Давайте более подробно разберем инструмент, как правильно копать. Что значит копать? Это означает задавать извлекающие вопросы. Например, мы говорим клиенту: у нас 10 числа подходит срок оплаты, все ли в порядке? А клиент отвечает: у нас этим занимается бухгалтер. В этом случае мы начинаем копать в сторону бухгалтера. Можно клиенту сказать: Николай Иванович, скажите, пожалуйста, вы сами уточните у бухгалтера или мне заняться этим лично? Например, клиент говорит: бухгалтера спрашивать не надо, я уточню у нее сам. Тут можно ему сказать: если не секрет, вы это планируете осуществить примерно в какие временные диапазоны? Допустим, мы договорились с клиентом, что перезвоним, чтобы узнать ответ бухгалтерии. Мы перезваниваем, и клиент отвечает, что бухгалтер сказала, что пока информации нет. В этом случае клиенту можно сказать: Николай Иванович, я переживаю, что 10 числа оплата может не произойти. Крайне уважаю вас как профессионала, с вами приятно работать, но поймите меня правильно. Дайте возможность переговорить с вашим бухгалтером, чтобы понять, как можно попасть в очередность платежей. После чего можно позвонить в бухгалтерию, познакомиться с главным бухгалтером и узнать про оплату 10 числа. Что это нам дает? Дело в том, что бухгалтер уже знает, что нам вопрос оплаты не безразличен. И если оплата не пройдет, мы продолжим звонить. Вследствие чего вероятность того, что нас поставят в очередность платежей, резко возрастает. Предположим, наступило 10 число, и платеж не поступил. Что мы делаем? Мы звоним клиенту и говорим: Николай Иванович, уже 10 число, и наш бухгалтер не видит оплату. Можете выслать скан платежки? Допустим, клиент оплату не совершил. Какие дальше мы предпринимаем действия? Обязательно попросить акт сверки и гарантийное письмо. Для чего это надо? Потому что если ситуация затянется, потом даже акт сверки будет получить невозможно. Особенно если дело дойдет до суда. В этом случае юристы советуют никакую переписку не вести и никакие документы не предоставлять. Поэтому наша задача в этом случае в гарантийном письме получить конкретную дату платежа. Следующая отговорка, которая может быть, это нет денег. В чем заключается проблема? Если клиент не говорит конкретику, не исключено, что он нам врет. Что с этим делать? Если в процессе выясняется, что компания готовится к закрытию, единственная верная реакция – это немедленно подавать иск в суд. Также, чтобы не платить, часто встречается отговорка, что был поставлен бракованный товар. Что необходимо сделать в этом случае? Необходимо выяснить, проводилась ли приемка, как было выявлено, что товар некачественный.
Может ли клиент предоставить акт, подтверждающий, что была произведена экспертиза? Но тем не менее, дебиторская задолженность – это инструмент, который позволяет стать богаче. Каким образом? Допустим, у нас есть компания и рынок, на который существует спрос на наш продукт. Естественно, у нас еще есть джентльменский набор характеристик, свойств товара, условий работы и много чего еще, что составляет наше уникальное торговое предложение. Чем является уникальное торговое предложение? Если представить сегмент рынка как замочек, то уникальное торговое предложение будет ключиком, который этот сегмент рынка откроет. Поэтому, как только мы решили больший сегмент рынка захватить, нам надо свое УТП менять. Но в чем тут проблема? Дело в том, что качество товара изменить практически невозможно. Поэтому оптимальный способ – это изменить условия. В результате со срочкой наше предложение начинает попадать в больший сегмент рынка. В качестве компенсации рисков мы, естественно, стоимость на наш продукт повысим, потому что отсрочка всегда приоритетнее, чем разница по цене. Дебиторская задолженность – это прекрасный инструмент, так как дебиторка – это лучше, чем неотгрузка. Например, мы можем увеличить для себя сегмент рынка в 2 раза и, как следствие, увеличить в 2 раза объем продаж. При этом не потерять прибыль, так как увеличим стоимость. С учетом того, что у тех денег, которыми мы кредитуем наших клиентов, тоже есть цена. На этой оптимистической ноте предлагаю данное видео закруглять. Поэтому хочу пожелать извлекать из дебиторки максимальную пользу для народного хозяйства. Потому что такой инструмент, как дебиторская задолженность, позволяет создавать нам для рынка дополнительную ценность. Но при этом соблюдать принцип под названием контроль ситуации, который желательно не упускать, чтобы дебиторская задолженность была нам подконтрольна. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокол, чтобы не пропустить следующего видео. Высказывайте свою точку зрения в комментариях, ставьте лайки. И увидимся в следующих видео. Пока!